На этом китайском самолете прямиком из Шанхая мы приземлились на острове Чеджу. Это наше первое путешествие в Южную Корею. Остров Чеджу встретил нас прекрасной погодой. Мы сразу же оставили весь наш багаж на хранение и отправились гулять. А перед многочасовой прогулкой все-таки желательно поесть. Поэтому мы зашли в ближайший ресторан и взяли корейскую классику – лапшу чаджанмён и кимчи. Чтобы узнать, чем именно славится остров Чеджу, мы зашли в сувенирный магазин. Первое, что бросается в глаза, это мандарины. Здесь почти идеальная зона для цитрусовых. На материке зимой холоднее, а Чеджу дает тот самый островной микроклимат. Так что почти все корейские цитрусовые выращиваются именно на Чеджу. И из этого фрукта здесь делают соки, шоколад, чай, косметику. А также образ мандарина активно используют в сувенирной продукции. Еще один символ острова – это Дольхребан – каменный дедушка-хранитель Чеджу. Раньше эти статуи вырезали из темного пористого вулканического камня. Их ставили у ворот крепостей и поселений как охранные фигуры. Сейчас это уже туристический бренд. Наверное, самый популярный товар в магазинах – это мандарины в шоколаде. Я решил начать с маленькой упаковки, чтобы хотя бы понять, что это вообще такое. А еще мы взяли свежий апельсиновый сок. В первый день мы еще не особо разобрались, как работает общественный транспорт, поэтому сели на такси. Одно из главных заданий на сегодняшний день – выпить чашечку кофе на берегу моря. Теперь мы идем в небольшой, но очень красивый и тихий парк на берегу моря. Сначала я подумал, что мы будем просто бегать от одной локации к другой, но на Чеджу даже дорога ощущается как отдельная достопримечательность. Когда медленно идешь и смотришь по сторонам, замечаешь, насколько же вокруг все эстетично. У входа в парк мы обнаружили необычное кафе, в котором нет ни одного сотрудника. Сейчас продемонстрирую настоящий рай для интровертов. Хочу, например, мороженое взять. Какая крепкая палочка-то. Харю отодрать целое приключение. Мы решили начать исследовать парк со стороны морского берега. Кстати, на Чеджу повсюду попадаются вот такие бесхозные ракушки. Честно говоря, хотелось взять и утащить одну штучку с собой. Но мы не знали, их таким образом выкидывают или оставляют лежать для чего-то, поэтому брать не стали. Мы прошли буквально пару сотен метров, но по ощущениям оказались в совершенно другом месте. Первое впечатление об острове Чеджу, то что здесь очень большое разнообразие, как город, так и море, так и природа, лес, парки. Очень зелено, очень красочно. Прямо мелодия. И очень вкусно. Цитрусовый передоз скоро случится. Цитрусовой продукции очень много. Мы начали с мороженого, начали с сока, потом мороженое. Мы же еще ели в шоколаде мандарины. Да, сушеные. Вот. У нас уже 3 было мандариновых дозы. И ждет нас, я думаю, еще очень много. Говорю, быстрее. Говорю, не мучи меня. Давай, давай, давай. Ага.
Все? Да? Ой, ну... После парка мы пошли смотреть, как живут люди на острове. Мы вышли из парка, прошли всего около километра и вышли вот в такую деревню. Sun is falling, speed in the black. Nobody driving. Так живут люди. Такие вот дома. Здесь витражные окна, вообще замечательно. Пластиковые рамы, 3 витраж. Смотри, тут тоже вон витраж желтый, зеленый, синий. А, это дом из вулканического камня. Да, такой немножечко сыпучий. Чеджу — это вулканический остров, поэтому темный камень здесь повсюду. Из него строят дома, дороги, заборы и не только. Выйдя из деревни, мы сразу же попали в оживленную часть города. Кстати, обратите внимание на эти зонтики. Они берегут головы пешеходов, которые стоят на светофоре. Блин, вот можно было бы на день раз 10 есть. Сюда приезжает очень много китайцев, поэтому есть китайские иероглифы. Благо мы их понимаем, поэтому мы знаем, куда идти. Говорят, что в Корее очень строго с сортировкой мусора. Нет. И вот мы ходим, смотрим по сторонам, заглядываем во всякие заведения и дворы, а в глаза бросаются полупустые улицы. И это место уже не хочется называть оживленным. Но у меня такое ощущение, что они как будто живут только вечером. Да. Да? Они днем сидят, откисают где-нибудь на жаре. Наверное, днем работают. Или работают, да, кто как. А вечером они уже поесть выходят на рынок. О, пугаются воронок. Мы пришли на ночной рынок. У рынка довольно большая площадь, но несмотря на это, здесь тесно из-за большого количества людей. Зато здесь можно купить почти все. Конфеты, печенье или те же самые мандарины в шоколаде здесь стоят немного дешевле, чем в магазинах. А еще в магазинах намного меньше ассортимента. Варя. Мы одно и то же. Здесь тоже. Да. Офигеть, вот это да. Бабулечка делает сама. Вот это труд. Я в шоке. И здесь пахнет приятно. Как такое может быть? Да, довольно сложно представить то, что на рынке, где повсюду висит мясо и рыба, не воняет, а приятно пахнет. Но это правда. Вот свежий перец здесь перемалывается в порошок и получается приправа. В 6 часов вечера рынок открылся на полную мощность. В это время начинают свою работу ларьки с уличной едой. Мы пришли просто поесть, но как будто бы попали еще и на огненное шоу. Это 25 тысяч вон стоит сашими. Да, сашими. Офигеть. Это мы берем. 9 тысяч всего. Это дешевле, чем мы кофе брали, ты понимаешь? Да. Как должен выглядеть стол, когда ешь уличную еду. Вот. Какие роллы классные. Вон там тоже народ стоит, кушает. Прошел наш первый ознакомительно-разведывательный день в Южной Корее, острове Чеджу. Видели мы достаточно много за сегодня, поели мы тоже достаточно много. Да. Суши с сырой рыбкой. Вкус прям тот же, что мы ощущали, сидя возле моря. Пахнет морем. Пахнет морем, морской вкус, правда. Обратно до отеля решили немножечко пройтись. Мы долго шли, несмотря на карту, поэтому забрели в какую-то промышленную зону. Там мы тоже прикольно погуляли, но снимать там было нечего. Сегодня примерно за день нашагали 11,6 километров. И это еще не все, еще 2 километра топать. Уставший. Давай я улыбнусь, постараюсь, я силы соберу. С момента прибытия мы еще ни разу полноценно не отдыхали, поэтому силы были на исходе.
Как только мы пришли в отель, мы сразу же начали готовиться ко сну, потому что завтра нас ждет еще более насыщенный день. На завтрак мы приметили один небольшой ресторанчик с традиционными корейскими роллами. Планов на день у нас очень много, поэтому мы не стали сидеть и сразу отправились в путь. Выйдя из машины, мы увидели море. Вы только посмотрите на этот цвет. Помните наше видео про голубое лунное озеро в Ледяне? Так вот, здесь вода ничуть не хуже. Сегодня мы празднуем Варин день рождения, поэтому нам нужно очень красивое место. Мы нашли кафе на возвышенности, и там есть площадка, с которой открываются просто потрясающие виды. А самое главное, там есть что-то похожее на именинный торт. Наши банковские карты не работают в Корее, поэтому мы можем расплачиваться только с помощью Google Pay. Далеко не все заведения его принимают, но в этот раз нам повезло. Мы не особо любим наедаться мучным, поэтому взяли один кусок пирога на двоих. По крайней мере, это мы думали, что на двоих, до тех пор, пока к нам не присоединились непрошенные гости. Негодник чуть не съел сейчас наш торт. Праздничный торт. Эх, мелочь. Может его покормить? Мы оставили ему крохотулю. Опа! Молодец, прям все подчистую скосил. Вдруг он тебя клюнет? Не буду. Вот это он кусок рвал. Мой пирог, еще именинный, был скормлен вот этим вот товарищем. Вот этим вот лицом. Муравей, он присоединился. Так как самый лучший подарок на день рождения это, конечно же, красивые фотки, я принялся за работу. Остров Чеджу появился из вулканической земли, поэтому здесь очень много вулканического камня. На берегу люди часто складывают из камней маленькие башенки. Кто-то раскладывает камни ради красивых фотографий, кто-то делает это на удачу, но в любом случае благодаря этому берег острова выглядит очень аутентично. Вдалеке мы увидели людей, которые плавают на прозрачных лодках. Прошло несколько минут, и нам уже проводят инструктаж. Yeah. Yes. Yes. Москва. Инструкторы очень внимательно относятся к своим посетителям. Они забрали все наши вещи на хранение и подобрали нам как можно более подходящие костюмы. Такое удовольствие стоит 30 тысяч вон за полчаса. Вода стеклянная. Все это время мы плавали и соревновались с другими людьми, поэтому с непривычки наши руки устали очень быстро. Я тоже не хотела, это ты сказал, ну мы уже приехали, поэтому давай. Я тебе на день рождения впечатлений подарить. Значит, мы кормили мой именинный торт муравьям. Так, Сейчас заставляют меня трясти. Так. А потом сейчас он план, да? нет, мы доплыли до буйка. Варя, давай еще раз. Он убегает. Хоть спортом позанимались. Да уж. Мы что вчера, что сегодня, видимо, я сегодня. Раз, два. Yes. Опа. Тамнида. Нас хватило ненадолго. А теперь представьте, насколько тяжело приходится ныряльщицам. На Чеджу есть знаменитые ныряльщицы Хэньо.
Это женщины, которые ныряют в море и достают оттуда водоросли, моллюсков и прочую живность. А раньше они это делали еще и без аквалангов. Для острова это старая профессия и часть местной культуры. Сейчас ханьо все меньше, поэтому на острове к ним относятся как к живому символу острова. Под палящим солнцем мы очень долго смотрели на ныряльщиц, поэтому нам нужно как можно быстрее спрятаться в тени. По дороге мы наткнулись на еще один сувенирный магазин, и вот что там есть. Такой вот таймер. Мы направляемся в Chicken ресторан. Это кто-то живет вот здесь. Да. Это чей-то жилой двор. Можно ли сюда зайти? Не знаю. Если что, сделаю вид, что я заблудился. Да, здесь сушатся вещи. Так люди живут прямо на берегу моря. Стоит Варя. Да, сад. У них даже заборы сделаны из этого лавового камня. Тебе не кажется, что это кукуруза? Похоже очень. Похоже. Мы заметно далеко ушли от мест скопления туристов и снова вышли на очередную деревню. Но мы решили сначала найти ресторан, в котором питаются местные, а потом продолжить исследовать дома и дворы. 25 тысяч вон за курицу. Сейчас мы посмотрим, что это за порция. 25 тысяч вон, это примерно $18. Ё-моё. Это на четверых-то порция. У нас получилось. Мы, как всегда, забрели в самую настоящую деревню. Они ведь здесь стоят годами под ветрами, да, и... Да, здесь ветра-то не слабые дуют. Да, и тут грозы частые. И вот оно все крепкое. То есть вот так, если поделать, оно никуда не девается. Толкну сейчас. Вообще очень крепко стоит. Точнее, лежит. Мы продолжили идти дальше вглубь этой деревни и обнаружили, что вокруг нас нет никого. Но, несмотря на это, все вокруг красиво, ухожено и эстетично. А вот еще одно кафе для интровертов. Вы только посмотрите, насколько здесь все хорошо украшено. То есть любой человек при необходимости может прийти сюда, взять какой-нибудь напиток, налить себе кофе, заплатить за это, взять книжечку, лечь, отдохнуть, расслабиться, почитать. Это просто здорово. За все это время на нашем пути мы реально не встретили ни одной живой души. И вот здесь мы наткнулись на самую необычную постройку этого дня. По всей видимости, мы пришли к месту, где живет человек, который очень сильно увлекается ручной работой. И все его шедевры состоят из ракушек, цветов и темных камней. Я не знаю, занимается ли он продажами, но это явно не лучшее место для рекламы. Здесь просто никого нет. Чтобы так украсить забор, точно нужен не один год. На сегодня нам осталось только встретить закат у моря, и нам остался час до него. Благо вокруг очень красиво, можно погулять и пофоткаться. Закат наступил намного быстрее, чем мы ожидали. Это наш третий день на Чеджу. Мы начинаем с поездки в автобусе на западную часть острова. По такой карточке можно оплачивать автобус. Пользоваться общественным транспортом в Южной Корее очень просто. Достаточно в магазине купить карточку T-Money и пополнить ее. Нам очень понравился стиль вождения у водителей автобусов на Чеджу.
Они ездят очень быстро, а когда доезжают до остановки, то очень резко тормозят. Водители очень не любят ждать. Когда заходит последний человек, они сразу же берут разгон. А если на остановке никого нет и никто из пассажиров не нажал кнопку, то эту остановку водитель проедет. Задачей на сегодня – попасть на пляж, искупаться в море, а также забраться на одну из самых высоких точек острова. Недалеко от пляжа находится одно популярное кафе с одним из самых больших выборов десертов. В такую прекрасную погоду сидеть внутри помещения не особо-то и хотелось. Мы быстро допили кофе и побежали к песчаному пляжу. В начале лета вода на Чеджу еще холодная, поэтому полноценно искупаться не получилось. Впрочем, такая температура воды идеальна для того, чтобы помочить ноги. Мы оставили все наши вещи на камнях, надеясь, что их не сдует ветром. Ну и куда же без небольшой фотосессии. Неподалеку от нас мы увидели, как несколько человек что-то ищут в воде. Любопытство взяло верх. Мы подошли к ним и начали смотреть, что же они там ищут. Оказалось, они просто ловят маленьких рыбок. Вот такое развлечение. Корейский навигатор стал для меня уже почти родным. Я нашел в нем один небольшой ресторан с очень высокой оценкой. Нас предупредили, что еду мы будем ждать долго, и мы использовали это время для очередной фотосессии. За все путешествие именно здесь еда нам понравилась больше всего. Оказывается, на Чеджу есть особый сорт сладкой морковки, поэтому и вкус у роллов совершенно другой. Дальше мы пошли выполнять второе задание – подъем на скалу. Немного напоминает картину из Windows, которая «Безмятежность» называлась. В этой локации подъем очень хорошо адаптирован для посетителей. Везде ступеньки, зоны отдыха, экстренная связь. Для тех, кто не хочет подниматься на самый верх, по пути есть несколько точек, с которых можно наслаждаться видами. Чуть-чуть осталось. Мы поднялись на вершину пика восхода солнца. Перед собой мы видим кратер диаметром примерно 600 метров. Внутри сейчас трава, а раньше это был активный центр извержения. По утрам сюда приходит больше людей, потому что это одно из самых известных мест в Корее для встречи рассвета. А мы здесь будем встречать закат. Да ладно, бесплатный бинокль? Что ли? Элегантно. Ноги, конечно, немножко трясутся, потому что подъем подъемом это довольно просто, а вот спускаться это уже не так просто, как кажется. Нагрузка большая на ноги. Правую ногу мою? Да, вижу, трясется нога. Четвертый день нас встретил пасмурной погодой. Задача на сегодня – посетить мандариновые и чайные плантации. На завтрак мы приходим в одно и то же заведение, и как постоянным клиентам нам подарили баночку безалкогольного. По прогнозу дождя не было, поэтому мы не брали с собой зонт. И очень зря.
Автобусы на Чеджу ходят очень редко, так что у нас было всего лишь 5 минут, чтобы добежать до остановки. Мы отправились в кофейню, которая располагается прямо в мандариновом саду. Там все напитки и десерты так или иначе связаны с мандаринами. Варя в поиске настоящих мандаринов. Немец фотографироваться именно с настоящими. Не идут искусственные. А настоящие вон они лежат. Без ручек. Настоящий лежит, я прям хочу его взять. Не настоящие, видно, что они не Да настоящие. как видно, на фотографии не будет видно. Дальше мы поехали на чайные плантации, чтобы попробовать свежую матчу. И с мандаринами, и с чаем придумали очень круто. Прямо на территории плантации открываются заведения, в которых предлагают свежие и уникальные вкусы. И несмотря на то, что эти заведения располагаются очень далеко от городской части, сюда приезжают огромное количество людей. Очередь заканчивается здесь, а начинается где-то там за горизонтом. Десерты из матчи здесь неплохие, а вот что касается напитков, они на любителя. По умолчанию нам сделали матчу с сахаром. Пить мы это не смогли, поэтому взяли второй раз, но уже без него. И даже так получилось посредственно, хотя опять же на любителя. Также в этой зоне находится большой магазин уходовой косметики Innisfree. Именно в этом филиале на Чеджу продаются уникальные разновидности товаров. В них используется местный зеленый чай, а также вулканический камень. На ужин мы заглянули в корейский барбекю. Мы выбрали заведение подальше от туристического района, где нет ни одного иностранца. Еду готовили прямо перед нами, на встроенном гриле в столе. А сотрудник ресторана сам помогал все приготовить, чтобы мясо не пересушить и не испортить. Здесь были. Обычно корейцы едят это так. Берут лист салата, кладут в него мясо, чеснок, соус, иногда кимчи, какую-нибудь зелень и заворачивают все в один укус. А еще одна особенность – это вытяжки. Если вытяжка хорошая, то запах мяса потом почти не остается на одежде. Вот такое у нас завершение дня. Поели настоящий корейский барбекю. Было немного остро, но приятно. Корейская острота не такая и страшная. В общем, это было очень вкусно, а мы пошли дальше. Мы еще не показывали, как выглядит остров Чеджу ночью, так что пора исправляться. Спойлер на пятый день, нам пришлось помучиться. Мы хотели взобраться на вершину главного вулкана острова. Оказалось, это полноценный трейл на 20 километров, а мы не взяли с собой соответствующую экипировку. Но посетить национальный парк Холосан очень хотелось, поэтому я спросил у чата GPT самые легкие маршруты. Искусственный интеллект посоветовал мне две точки. Первая точка называется Пик 1100. Здесь нет никакого подъема, а это место уникально тем, что в нем располагается высокогорное болото. Это редкая экосистема для Кореи. Мы приехали в место, которое называется высота 1100, потому что оно находится на высоте 1100 метров над уровнем моря. Сюда едут те туристы, которым не хочется самим подниматься в гору,
Они сюда приехали на машину, остановились, вышли уже на высоте. Уже можно на сравнительно плоской поверхности прогуляться. А еще это место интересно тем, что здесь обитают необычные виды птиц. На них мы и вышли охотиться с фотоаппаратом. А мы увидели зеленую птицу, которую пытались фотографировать, но она оказалась слишком быстрой. У Вари получилось щелкнуть ее. Длина этой зоны всего лишь 1 километр, поэтому если бы мы пришли без фотоаппарата, мы бы прошли ее очень быстро. Здесь мы потратили много времени только потому, что птицы неуловимые. Но мы смогли их запечатлеть, а бонусом сфотографировали еще такого паучка. Уже на выходе из лесной зоны мы поймали молодого оленя. Подойти близко к нему у нас не получилось, зато мы смогли рассмотреть его через объектив камеры. Это место очень отдаленное, и кроме двухэтажного магазина здесь больше ничего нет. Мы купили для Вари парочку аксессуаров и отправились на остановку. Варвара опять себе всяких побрякушек накупила. Мы узнали, что ближайший автобус приедет только через 2 часа, а ближайших водителей такси здесь нет. Местный гэнгста. До нашей следующей локации топать целых 7 километров. Мы решили сначала прогуляться, а потом доехать автостопом. Here's my car. What's the name of the place? Yorimok. Мы спросили водителя, куда он направляется, а он ответил, что просто катается и наслаждается природой. Он родился на Чеджу, а также путешествовал по всему миру, но для него Чеджу – это самое лучшее место на Земле. Have a good time. Мы приехали к нашей второй цели – Yorimok. Готовься. Я боюсь. Сейчас я отвечу. Не надо так близко. Пойдем. Процитирую ChatGPT. Маршрут Yorimok считается скорее легким или средним. Это самый популярный и относительно комфортный вариант. Поначалу все выглядело именно так. Вокруг очень тихо, спокойно и красиво. Может, назад? Сначала аккуратная деревянная лестница начала меняться на камень, а потом и вовсе дорога превратилась в какой-то хаос. А еще приходилось подниматься очень медленно и аккуратно, потому что на ногах новые кеды. Как отдыхается? Хорошо. Прям на контрасте отдых особенно приятно ощущается. На мне надета ветровка, которую я могу снять в любой момент, а на Варе кофта, с которой ничего не сделаешь. Еще шерстяной. Да уж. Не очень по-умному. Мало того, что на улице и так жарко, так мы еще поднимаемся в гору. А еще совсем недавно мы взбирались на вершину пика. Много подниматься. Нормально? Добрались? Все, вниз? Это уже спускается. Обязательно. Я представлю, сколько еще спускаться, мне плохо. Мне ChatGPT написал 4,7 километра. 4.7. Давай это спросим у него. Он понял, что я сейчас буду на него ругаться и не открывается. Вот как люди правильно ходят. Вот экипировочка, палочки, там полотенчика даже. Рюкзак, вот у него шляпа. Кроссовки вон какие специальные для подъема в гору. 안녕하세요. Вообще тоже все замечательно. А теперь смотрим на вот эту экипировку. Джинсы, кофта, кожаные кроссовки. Ноги те же, руки те же. Или вот у меня вообще. Вот мои кроссовки. Так вот мы до первого пика дошли. А нет, 1,75 километров. Мы поднялись 300 метров в высоту. Мы дошли до карты местности и увидели, что маршрут не такой короткий и легкий. Почему difficult не в самом конце, да, сделан для профессионалов?
Мы решили не подниматься дальше, немножечко отдохнуть и спускаться. Тем временем до прибытия автобуса осталось 40 минут, а следующий автобус приедет непонятно когда. Так что пришлось немножечко пробежаться. Is this love in there? Самые камни, с которых мы начинали. Just about Вот, наконец-то, заветный выход из этой территории. Только нам еще до остановки автобусной спускаться по ровной хотя бы дороге. И мы справились быстрее, чем мы думали. 아직 안 탔어. 53분에 Смотри, время-то. Мы что бежали? Вот такая красота. Наш последний день на Чеджу мы решили начать с десертов в кофейне, который мы случайно увидели на карте. Единственное наше желание на сегодня – прогуляться по берегу моря в районе, где мы еще не были. До вылета нам остается всего лишь несколько часов, поэтому мы не стали куда-то далеко уезжать, а пришли вот в эту кофейню. Здесь большая концентрация абсолютно разных по виду каменных дедушек, что идеально подходит для фотографий. А еще в связи с тем, что мы находимся близко к аэропорту, можно увидеть низколетящие самолеты. Сегодня ветер особенно сильный, поэтому можно сделать красивые фотографии морских волн. Но чтобы сфотографироваться самим, нужно прорываться сквозь ветер. Мы пополнили транспортную карту и сели на автобус, который следует вдоль морского берега. Далее мы вышли на остановке, которая нам понравилась по виду, и пошли гулять. На горизонте мы увидели двух огромных лошадей. Издалека они выглядят почти как арт-объект или инсталляция, но по сути это настоящие функционирующие маяки. Оказывается, на Чеджу лошадь — это тоже символ острова. Раньше на Чеджу активно разводили лошадей, здесь даже есть местная порода, она маленькая и выносливая. Когда мы прогуливались по уютным дворам, пролетающий впереди самолет напомнил нам о том, что у нас скоро рейс. Мы провели на Чеджу 5,5 дней. И, честно говоря, этого времени нам не хватило. Несмотря на то, что у нас была очень активная поездка, мы все равно не успели посмотреть весь остров. И это значит, что нам нужно будет приехать еще раз. Ну вот и закончилась наша поездка на остров Чеджу. Это наше первое путешествие в Южную Корею, и от этой поездки у нас остались исключительно положительные впечатления. Условно, остров Чеджу делится на 4 части. Это центральная городская, южная, западная и восточная. За 6 дней нахождения на острове мы успели увидеть море, горы, вулканы, национальный парк, рифы, городскую среду, плантации как чайные, так и мандариновые, поэтому очень рекомендуем выделить на остров достаточное количество времени, чтобы увидеть его многогранность, потому что все 4 части, они очень сильно, друг от друга отличаются. Пока. Пока.